Привет, друзья! Напишите мне вот так сходу в комментариях, насколько вы осведомлены о книгах на электронных чернилах. А как часто вы читаете книги со своего смартфона? Напишите мне, важно это знать. Сегодня у нас на обзоре 2 в одном. Один из самых интересных смартфонов ушедшего года с дисплеем на электронных чернилах. Глаза от пользования этим устройством скажут вам огромное спасибо. Китайская компания Bigme, специализирующаяся на выпуске книг и планшетов на электронных чернилах, объединила две полезные привычки – читать с чего-либо и представила свой первый смартфон Highbreak на цветных электронных чернилах. Новинка выделяется тонким корпусом 5,84-дюймовым E-Ink цветным экраном с разрешением 1440 на 720 точек и многоуровневой подсветкой. Небольшой ликбез. Дисплеи на электронных чернилах отличаются от привычных нам IPS и AMOLED экранов тем, что вообще не светятся, а формируют изображение на отраженном свете, подобно чернилам на бумаге. Такие экраны гораздо менее вредны для зрения, даже в сравнении с IPS экранами, однако их использование при плохом освещении может быть затруднено, поэтому тут и установлена подсветка. E-Ink дисплеи предлагают меньшую частоту обновления экрана по сравнению с ЖК, но и работают на одном заряде до нескольких дней, а то и недель. Давайте рассмотрим новинку вместе, что это такое, кому подойдет данный смартфон и какие у него неоспоримые плюсы. Подписывайтесь на канал, поехали! Пока распаковываю и показываю комплект поставки, расскажу и покажу дизайн смартфона. Здесь вас может ожидать некоторые разочарования, если вы ищете что-то ультрасовременное, но не забывайте, что это необычный смартфон. Да, новинка выглядит слегка устаревшим из-за толстых рамок и особенно в области подбородка. Это делает 5,84-дюймовый дисплей визуально чуть меньше, чем он на самом деле. И к чему мы привыкли в современных лопатах. Рассмотрим элементы управления. Кнопки включения-выключения и регулировки громкости находится справа, снизу порт USB-C и пара микрофонов. Слева слот для карты памяти, сим-карты и специальная кнопка E-Ink для быстрого доступа к различным функциям. Она может быть настроена для выполнения различных задач, включая возвращение на домашний экран, создание скриншотов, переключение между приложениями и даже очистку кэша. Размеры устройства вы видите на своем экране, а вес всего 170 грамм, что делает его удобным для использования одной рукой. Задняя панель покрыта пластиком по текстуре, напоминающим кожу, с выгравированным логотипом компании в центре и камерой с LED-вспышкой в верхнем левом углу. Камера тут одна на 13 мегапикселей, это основной модуль, и 5-мегапиксельная фронталка. Примеры фото на экране смартфона смотрятся так себе. Оригиналы фото вы видите на своем экране. В нем есть все: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C. Батарея имеет емкость 3300 мАч, но работает супер экономно. Смартфон проработает на одном заряде очень много дней, а то и неделю. И процессор в нем не жрущий энергию. MediaTek Helio P35. 6 оперативки, 128 постоянной памяти. Этого с головой хватает, чтобы работа смартфона успевала за разверткой экрана на электронных чернилах. Итак, как только вы вставите в него сим-карту, смартфон превращается в полноценное устройство для связи. Вы можете звонить, пользоваться мобильными данными, серфить в интернете и даже использовать устройство в качестве точки доступа. Да что там, на нем и видео можно смотреть, правда частота кадров и качество видео вас вряд ли порадует. Все-таки этот смартфон предназначен для комфортного чтения с экрана. И вот тут мы подходим к главной теме. Для кого этот смартфон? Книги, комиксы или чтение новостей с телеграмма с этого устройства эталонные, будто читаешь журнал или новости с распечатанного листа бумаги. Глаза от такого чтения скажут вам огромное спасибо. Владение им как вторым телефоном для разговоров плюс супер полезной функцией комфортного чтения всего и вся с экрана делает это отличным устройством, дополняющим либо даже заменяющим для кого-то его основной смартфон. Да, работает он на Android 11, но смартфону этого хватит, любые программы ставятся на телефон на ура, без проблем. Особое внимание заслуживает центр E-Ink, где можно выбрать предустановленные настройки дисплея в зависимости от контента, настройки цвета и частоты обновления экрана. Для чтения манги, комиксов и электронных книг дисплей может быть немного маловат, но не забываем, что это 2 в одном. Полноценный смартфон и электронная книга в вашем кармане. Цветной дисплей E-Ink делает процесс чтения комиксов более красочным и удобным, плюс на нем всегда можно включить и аудиокниги.
Итог, друзья. Bigme Highbreak Color E-Ink — это смартфон, меняющий правила игры, сочетая в себе все функции современного устройства и преимущества книги на электронных чернилах. Если вы ищете что-то новое и необычное за адекватные за такое устройство деньги, этот смартфон может стать вашим идеальным выбором. Ссылку на него оставил в описании. Напишите в комментариях, что вы думаете о подобных устройствах, о подобном медиакомбайне. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой второй YouTube канал. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.